Приветствую вас на канале. Сейчас на улице очень жарко. Ездить на автомобиле без кондиционера, неважно с каким типом привода, очень некомфортно. Одно дело, если автомобиль не оборудован кондиционером, еще не так обидно, чем в случае, если кондиционер установлен, но он не работает. Но для некоторых электромобилей это критично. И позже вы узнаете почему. Но начнем по порядку. Первый автомобиль, который к нам попал, это автомобиль BMW i3 с неработающим кондиционером. Собственно говоря, i3 к нам не часто попадают в ремонт, но за одну неделю попало аж 2 штуки. Первый с неисправной батареей, привезен со Штатов, но как оказалось, все решилось на программном уровне. Обновление прошивок, сброс адаптаций, и автомобиль поехал. Поэтому ничего интересного там не было. А вот с неработающим кондиционером, мне кажется, очень интересно. И позже узнаете почему. Главное, досмотрите до конца. Итак, поехали. Зачастили к нам в последнее время i3, ну как зачастили, вторая за неделю приезжает. Но здесь у нас проблема с тем, что кондиционер не работает. А до этого приезжала машина с батарейкой. Вот такой вот салон у нее. Здесь шпон, а здесь все углепластик. Кому-то может не понравиться, кому-то понравится. Карта дверей вот такая тоже. Здесь пластик, здесь ткань, здесь ПВХ под кожу, а здесь углепластик с смолой. Так, ошибки по кондиционеру у нас. Что у нас здесь за ошибки? Запорный клапан 4-го контура теплового насоса. Проверка функционирования с перебоями. Так, вот такая у нас проблема. Здесь, кстати, один мониторчик и второй. Крутилка у него здесь. Можно выбирать режимы. Вот так вот выглядит внутреннее пространство мотора. Так, а где же наш компрессор? Мотор с инвертором. А компрессор. Вон трубки идут. Наверное, где-то внизу. Вон надо там ставить. Короче, поднимать надо его. Сейчас будем поднимать на подъемнике. Вот здесь, если это машина Rex, то здесь еще стоит генератор. А здесь его нету. Так, вот где стоит компрессор кондиционера. Почти в самом низу. Под самым низом мотора. Так, ладно. Ну, компрессор здесь. Дальше пошли трубки. Трубки пошли вот здесь. Заходят в батарею. В батарею пошли. Так, компрессор активировали через диагностику, но с давлением у нас ничего не происходит. Не поднимается, не повышается ни по низкому давлению, ни по высокому давлению. Откачиваем фреон, сейчас будем снимать компрессор кондиционера и смотреть, что с ним. Предварительно сделали анализ фреона. У нас есть такой вот газоанализатор. Старенький, конечно, но в принципе рабочий. Я вам показал, что здесь 134 фреон чистый, без примесей 22 фреона, без примесей воздуха. Поэтому мы сейчас его откачиваем. Вместо 970 положенных грамм откачали 615. Вот и сам компрессор. Сейчас стравит чуть, хотя мы откачали, но там все равно что-нибудь остается. Сейчас снимем его. Слили масло с компрессора кондиционера. Во-первых, оно очень темное, а во-вторых, в нем переливается стружка. Это говорит о том, что в самом компрессоре есть проблема. В самом компрессоре есть проблема, и судя по тому, что у нас давление вообще не играет, то, скорее всего, либо там полностью все развалилось, либо же оборвало вал между компрессором и электромотором. И он поэтому не создает давления. В связи с наличием стружки в системе кондиционирования, то здесь необходимо будет мыть всю систему и менять радиаторы, конденсер и испаритель. Так как 100% их вымыть практически невозможно, а присутствие стружки убьет другой компрессор кондиционера. Также замена либо ремонт самого компрессора. А этими работами занимается другой отдел нашей организации. И владелец не готов был оставить автомобиль перед праздниками на сервисе.
то было принято решение установить компрессор назад и выпустить автомобиль как есть. Второй автомобиль — это Nissan Leaf, тоже с неработающим кондиционером. К нам приехал Nissan Leaf AZE0 с проблемой компрессора. Что мы выявили при диагностике, увидели, что он замкнут. Накоротко, скорее всего, сгорел предохранитель. И сейчас хотим откачать фреон, но для того, чтобы откачать, мы сначала проверим его состав, откачаем фреон и посмотрим, что у нас с фреоном и с маслом. Затем мы снимем компрессор и посмотрим, что с ним можно сделать. Либо заменить, и вообще, что в системе у нас. Поэтому сейчас пока будем откачивать. Газоанализатор показывает у нас гидрокарбон 2,4% и наличие 134 фреона 97,6%. И была ошибка, что большое содержание гидрокарбона. Поэтому такую смесь газов мы скачиваем в отдельную емкость и дальше ее утилизируем, так как он нам заразит всю емкость. Весь фреон, который у нас был в станции. В данном случае на лифе масло чистое, прозрачное, без стружки, без ничего. То есть здесь не надо промывать систему. В этом смысле владельцу автомобиля повезло больше, чем на BMW. Хорошая. Я бы инвертор менял, наверное. Давай инвертор. Камера запахи не передает, Чингис. Я красоту передам. Вид инвертора внутри компрессора кондиционера. Вот так вот идут фазы на него. Сейчас продолжаем разбирать его и будем переставлять плату инвертора с одного компрессора на другой. Вот это вид инвертора. Вот так вот он выглядит. Сюда подходит питание и управление. Собрали компрессор кондиционера. И, естественно, перед установкой на автомобиль мы его сначала поставим на стенд. Проверим на стенде, так как не совсем приятно его снимать, ставить. И заодно мы уже будем знать, что как минимум в компрессоре все нормально. Поэтому сейчас будем его запускать. Итак, компрессор установлен. Сейчас мы откроем клапан с азотом. Подаем питание на агрегат. Инвертор в порядке. Проверяем производительность, запускаем компрессор. Компрессор запустился, работает хорошо. Видим, давление растет, 5 бар. Вот видно, где давление на компрессоре. Я открыл. То есть компрессор работает. Теперь его можно устанавливать на автомобиль. И уже мы будем понимать, что если вдруг он не будет работать, то уже не по причине самого компрессора, а что-то есть внешне. В общем, теперь будем его устанавливать на автомобиль. Установили компрессор. Сейчас вакуумируем и будем заряжать, заправлять систему кондиционирования. И посмотрим, как он будет работать. Заправили кондиционер. Вот сейчас видим разницу между высоким давлением и низким давлением. Высокая около 9 бар, низкая около 1,8 бар. «10 градусов», 7 градусов. 7 градусов дует с дефлектора. О, 4 градуса. 4 градуса. Ну, по руке вот как раз на 4 градуса и чувствуется. 3,5 градуса. В общем, кондиционер работает. На том моменте, там, где я уже 2 градусов, надо остановить видео и все.
В общем, владельцу Nissan Leaf повезло больше, чем владельцу BMW, где нужно промывать всю систему и мыть все. Поменяли еще предохранитель в PDM. В общем, теперь автомобиль можно выпускать. Третий автомобиль — это Tesla Model X, и тоже с неработающим кондиционером. Пошел сезон компрессора, на улице жара, и очередной автомобиль к нам приехал с неработающим кондиционером. Сейчас будем делать анализ фреона, скачивать его и снимать компрессор. Так, у нас во фреоне у нас 134 68,6% и 22 31,4%. Ничего. Масло чистенькое. Обычно конями вонять должен. Да не, оно приблизительно конями воняет. Установили компрессор кондиционера, сейчас заправляем его, поменяли на нем инвертор с донора. И сейчас будем пробовать заправлять и посмотрим, будет работать или нет. Так, компрессор запустился. Ближе камеру поставь. Камера. Нормально. 8,4. Градусов. То есть если плюнуть, больше петь? А эта трубка вообще ледяная. 3,8. Оно, среди, разница гляну. Ебать. Тепловой насос работает. Знаете, в чем, скорее всего, была проблема? Машина, возможно, впала в какой-то режим там предохлаждения под... Артем, ну она сейчас тестирует. Сейчас. 134 100%. И больше никаких примесей нету. Автомобиль уже уехал, но мы все-таки решили посмотреть, что же за проблема была. И вот видно, что взорвался один конденсатор. Вот такая вот гулька вылезла. Второй конденсатор взорвался. И похоже, вот это все электролит с конденсаторов. Вот такая вот интересная проблемка. Почему она появилась, пока непонятно. Но вот имеем, что имеем. Что поменьше. Так, и напробую скручу до 5 вольт. До 2. Оп, закоротил. Короткая. А ну еще раз, подожди, ты, по-моему, коротнул сами эти крокодилы. Подожди. Ну, тут касайся. Нет. Проверь еще раз первый. Нет. Да, он закорочен, так и обоссанный. Нормально. Еще раз первый проверь.
Короткая. Короткая. Все-таки один пробитый. Вот такая вот ситуация с компрессором от Tesla Model X. Хорошо, что у нас был донорский, который мы туда подкинули, донорский инвертор, который мы туда подкинули, и автомобиль уехал. А вот так выглядит компрессор кондиционера, который стоял на Tesla Model S с повреждением передней части автомобиля и нарушенной герметичностью контура системы кондиционера. Просто попала влага. Ну а теперь к сути ролика. Кто внимательно смотрел ролик, видел, что на BMW i3 трубки кондиционера заходят напрямую в батарею. И в одном из предыдущих роликов про гибридный BMW X5 также трубки кондиционера заходили в батарею. И соответственно батарея охлаждается фреоном. И с неработающей системой кондиционирования не только в салоне будет жарко, но и самой батарее. А это приведет к быстрой деградации батареи. Конечно, электроника следит за температурой батареи, но это ее не спасет. В свою очередь Nissan Leaf вообще не охлаждает батарею, от этого все беды Лифа. Но неисправность кондиционера подпортит настроение только внутри салона. На Тесле другая система термоконтроля батареи. Она охлаждается антифризом. Но при определенной температуре антифриз через теплообменник, или как он еще называется, чиллер, начинает охлаждаться фреоном. Исходя из вышесказанного, можно сказать, что из этих трех автомобилей с неработающим кондиционером BMW i3 эксплуатировать нельзя. Nissan Leaf можно без проблем. Tesla условно можно, то есть избегать быстрой зарядки в жару и не делать резких стартов. Из рекомендаций как минимум один раз в год, а лучше 2 раза, осенью и весной, проверять количество фреона в системе и при необходимости заправить. Но обязательно с контролем качества фреона. Спасибо за внимание и до скорой встречи на канале. Всем пока!